Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем повязку крючком в тунисской технике очень простым узором. Узор всего 2 ряда, повторяется в шахматном порядке. Пряжу использовала полушерсть в 100 граммах 200 метров, крючок 3 номер. Набрала цепочку из воздушных петель. 12 воздушных петель набрано. Вот использовала крючок 3 номер, с другой стороны 4. Вяжу 3 номером. Первый ряд установочный, его не считаю, это нулевой ряд. Поднимаю петли. Всего у нас на крючке должно оказаться 12 петель. На крючке 12 петель закрываем. Сначала закрываем одну, потом будем закрывать по 2 петли. Так до конца ряда. Первый ряд узора. Одна петля у нас уже на крючке есть. Делаем накид на крючок. Следующие 2 петли это узор. Между этими 2 петлями вводим крючок и вывязываем пышный столбик. Вытягиваю 3 петли. 3. 1 столбик пропускаю. И следующие 6 петель вытягиваю как обычно. 2, 3, 4, 5, 6. Вытянули 6 петель. У нас остается 3 петли, кромочная и 2 на узор. 2 на узор. Делаем накид на крючок, вкалываем крючок между 2 петлями и вывязываем пышный столбик. Поднимаем 3 петли. 3. И теперь поднимаем последнюю кромочную петлю. Подняли. Наборный ряд готов. Закрываем сначала кромочную петлю. Затем провязываем накид, все накиды. И далее 6 петель средних. Закрываем, как обычно, по 2. Закрыли средние 6 петель. Теперь пышный столбик. Провязываем все накиды. 2 петли на крючке, провяжем их вместе. Первый ряд узора готов. Переходим ко второму ряду. 1 петля на крючке есть. Делаю накид сейчас на крючок, и здесь в образовавшееся отверстие в шахматном порядке буду вывязывать пышные столбики. Буду вытягивать по 3 петли. 2, 3. Далее у нас идут средние 6 петель. Их мы всегда вытягиваем как обычно. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вытянули 6 петель. Далее перед пышным столбиком в образовавшееся отверстие вытягиваем петли. Будем вывязывать пышный столбик. В обратном ряду вытягиваю 3 петли.
И у нас осталась кромочная петля. Вытягиваем кромочную петлю. Закрываем. Кромочная петля. Пышный столбик из 3 петель. Провязываем все накиды вместе. Далее закрываем 6 средних петель узора. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас остается пышный столбик и кромочная петля. Провяжем все накиды вместе. 2 петли на крючке. Провяжем вместе. Второй ряд узора готов. Далее узор повторяем в шахматном порядке с первого ряда. Покажу еще. Накид на крючок. И в шахматном порядке вывязываем пышный столбик. Поднимаем 3 петли. Получается у нас в шахматном порядке пышные столбики. Далее 6 средних петель поднимаем, как обычно. Их мы вяжем неизменно. 2, 3, 4, 5, 6. Подняли. Далее, как в первом ряду, делаем накид на крючок. И вытягиваем 3 петли. 2, 3. И останется кромочная петля. Наборный ряд готов. Закрываем. Кромочная. Пышный столбик из 3 петель. Провязываем все накиды вместе. Далее средние 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 петля. Теперь пышный столбик из 3 вытянутых петель. Провяжем все накиды вместе. На крючке 2 петли, их провяжем вместе. Мы повторили первый ряд узора. Все ряды вяжем в шахматном порядке. Теперь повторяем второй ряд. Накид на крючок. И в шахматном порядке вывязываем пышный столбик. Поднимаем 3 петли. Далее средние 6 петель вытягиваем, как обычно, в тунисском вязании. 2, 3, 4, 5 и 6. Вытянули 6 петель. У нас остается пышный столбик. Повторяем второй ряд. Делаем накид на крючок. И перед пышным столбиком предыдущего ряда поднимаем 3 петли. И кромочная петля. Закрываем кромочную петлю. Пышный столбик из 3 петель. Провяжем все накиды вместе. Далее средние 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Остается пышный столбик и кромочная петля. Провяжем все накиды вместе. 2 петли на крючке. Провяжем вместе. Вот мы повторили первый и второй ряд. И так далее до нужной длины. Вот такой узор получается. Провязала чуть дальше. Узор в шахматном порядке. Я связала узором длину равную обхвату головы.
Уже сшила задний шов, столбиками без накида делала. И уже обвязала один край. Второй край буду обвязывать вместе с вами. Закрепила нить. И теперь буду в каждую петлю вводить крючок, вытягивать петлю, оборачивать получившиеся 2 петли. И эти 2 петли провяжу вместе, чтобы получить зубчатый край. В следующую петлю ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю 2 получившиеся петли на крючке и провяжу их вместе. И так до конца ряда ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю 2 петли рабочей нитью и провяжу 2 петли вместе. Ввожу крючок, оборачиваю нитью 2 петли и провяжу их вместе. Ввожу крючок, вытягиваю нить, оборачиваю 2 петли, провязываю вместе. И таким образом делаем обвязку по кругу. Получаем аккуратный зубчатый край, провяжем до конца. Вот такая повязка получилась у меня. Творческого вдохновения вам. До новых рукодельных встреч!